Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я такую красивую ткань купила, вот на основе у меня будет. И вот из джинсов вырезала такие вот кусочки. Я буду делать аппликацию, но я планирую просто пристрочить зигзагом к этой основе у меня. И, естественно, что плотненько достаточно пристрочу, приколола булавочками. Зигзаг у меня с шагом в 2 миллиметра, то есть не будет обсыпаться эта джинса. Но даже если будет где-то ниточка какая-то торчать, то я думаю, ничего страшного. Я в таком стиле планирую сшить. Это у меня будет сумка, что нормально это будет все равно выглядеть. Вот пристрачиваю зигзагом. Немножечко дает такую волну, потому что нижняя ткань, основа хлопковая, она потоньше, а верхняя джинса, она поплотнее, поэтому, чтобы убрать эту волну немножечко, прогладила утюгом горячим, и все, снимается напряжение с этих строчек, и все опять ровненько. И опять у меня фокусы мои, как всегда. Вдеваю в шпульку нитку ирис, это у меня, но можно любую примерно такой толщины, лишь бы это было вот достаточно плотное плетение, потому что я пробовала с мулине такой фокус, но все-таки не так хорошо, как-то выглядит не так аккуратно. Обычным порядком наматываю на шпульку, единственное, что в руке держу сам клубок, вот, и наматываю на шпульку эту ниточку. И дальше обрезаю, хвостик вот этот вот обрезаю на шпульке, чтобы мне ничего не мешало. И кто меня давно смотрит, знает, у меня 2 шпульных колпачка. Один для обычного шитья, я его откладываю в сторонку, а второй у меня для моих вот экспериментальных таких вот фокусов всяких. Вот этот вот винтик, который здесь вот я показываю, он у меня здесь уже ослаблен так, чтобы не тонкая нитка, а толстая пролезала нормально под вот эту шпульную пластинку. Вдеваю обычно, как обычную мы нитку вдеваем, и вставляю в машинку. Точно так же, как все это делаем с обычными нитками. Продергиваю наверх. Верхняя нитка у меня обычная совершенно, а нижняя вот такая вот, тоже обычная, но для шитья на обычной машинке необычная получается. И все, так как у меня здесь уже шов намечен зигзагом, да, то, что я шила, и я уже вижу, где мне надо строчить. Я строчу немножечко левее внутрь моей заготовки получается, чем зигзаг. Я, кстати, хотела сказать огромное спасибо всем, кто мне прислал денежку на подарок на день рождения. Я первую часть, кто у меня до 23 ноября прислал, уже перечисляла в прошлом видео. И я хочу большое спасибо сказать другим моим дарителям, моим зрителям любимым, которые мне решили подарить подарок. Это Светлана Сергеевна, Наталья Сергеевна, Марета Манвеловна, Наталья Александровна, Ирина Николаевна, Анастасия Александровна, Светлана Владимировна и Наталья Николаевна. И еще мне один платеж пришел, неизвестно от кого, не написано почему-то ни имя, ни отчество, но из ВТБ Санкт-Петербург банк. Все вместе вот за 2 недели, перед днем рождения недели и 1 день в течение дня рождения, в прошлое воскресенье, у меня все вместе получилось 7050 рублей от вас, дорогие зрители. Я обязательно куплю себе подарок и обязательно вам покажу. Я пока еще просто не придумала, что мне приобрести на эти деньги. Если у вас есть какие-то идеи, вы сумму уже знаете, то давайте подкидывайте идеи мне в комментариях. Я обязательно все рассмотрю и выберу в результате, что мне покупать. Кстати, я так рада, что вот эту ткань, которая основа, сейчас она с изнанки, но вы видели лицо, какая яркая, какая красивая, интересная расцветка. И это оказалось наши отечественные ивановские ткани, такие сейчас выпускают. Я, естественно, всегда стираю, прежде чем что-то шить из любой ткани. Вот покупаю отрез и обязательно его сначала в стирку, чтобы она там, если линяет, не линяет, сядет, не сядет, чтобы вот эти все сюрпризы исключить, я сначала стираю. И очень довольна, ничего не полиняло, все осталось таким же ярким, красивым.
И мне очень нравится вот этот вот принт на этой ткани. Для того, чтобы нитку убрать, она же толстая, мы ее не продернем, поэтому я вдеваю ее в иголку и протягиваю наизнанку. Видите, у меня вот эти вот, я шла, когда я не обрывала нитку, просто вот провела дальше по строчке, которая уже была. Так что цвет один ниток не так уж бросается в глаза. Так как у меня 2 строчки рядом заканчиваются, я прямо верхнюю и нижнюю одну и верхнюю и нижнюю другую вместе связываю, и все, у меня узелок получается. Вот так у меня уже вышло все. По-моему, выглядит уже красиво. Но мы будем дальше украшать. Теперь беру другого цвета нитки. Здесь уже не ирис, а коко. Но я говорю, не имеет значения. Главное, чтобы они были примерно одинаковые по толщине. Чтобы и вышивка получалась примерно одинаковая. Ну и вот дальше сверху я уже буду также строчить. После того, как прострочила, если у меня вот одна нитка, нет парной, я вот в один слой ткани продеваю ее, туда вот протягиваю, чтобы она у меня уже не с чем мне завязать. Но все равно она не выскочит, не вылезет никуда, как она достаточно плотненько там сидит. Все, сшила все, что хотела. Теперь у меня когда-то я занималась, увлеклась бижутерией, делала всякие браслетики. И вот у меня вот такие вот, по-моему, кокосовые называются они такие. Они для браслетов я покупала эти штуки. Но я хочу сказать, их можно ведь как пуговицы использовать. Вот так вот французским узелком пришить. И вообще отлично смотрятся. Такие как бы пуговички, но как бы с одной дырочкой только. Смотрите, я хотела вот такие вот бусинки сначала, но очень объемные они получаются. Подумала, что будет цепляться за все. И пришивать их гораздо дольше мне показалось, чем вот такие вот пластиночки прикольные. И смотрите, какая красота получилась. Я уже сшила сумку из этой заготовки, не стала показывать, потому что уже я 100 таких сумок сшила, и каждый раз показывать вам не интересно будет. Но без вышивки я не могла обойтись. Немножечко здесь такой вот маленький пикантный моментик сделала. Сзади тоже сделала карман на молнии. Там такую же ткань сделала. Когда закрыта, видите, немножечко проглядывает она. Но мне кажется, это даже интересно, когда проглядывает вот эта разноцветная ткань. Мне кажется, это в стиле этой сумки тоже нормально выглядит. Совершенно простой, вот кирпичного цвета у меня терракотового внутри ткань, тоже бязь. Ремень я покупной. Я решила, что ну что я мучиться буду? Они стоят 200-300 рублей, эти ремни. Их проще купить, и уже будет прилично выглядеть сумка с таким нормальным ремнем. По-моему, обалденно получилось. В таком бохо-стиле. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится эта сумка, ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.